Представьте себе, что вы стоите на крыше исследовательской станции, где свет прожекторов едва касается снежной поверхности. Небо над Арктикой чистое, холодное и бездонное, а полярные сияния скользят по нему, как медленные водовороты света. И вдруг, среди этого спокойного безмолвия, в небе возникает странное мерцание. Неужели это НЛО? В этот момент сложно не думать о всех случаях, собранных за последние годы, о сферах, треугольниках, цилиндрах и других межзвездных гостях вне палаты. Удивительно, но совсем недавно люди поднимали глаза вверх, чтобы искать богов или предзнаменования. Теперь же, чтобы искать данные. Камеры, спутники, инфракрасные телескопы, метеорологические зонды и тысячи частых наблюдений, вооруженных смартфонами, конечно, с плохими камерами, превратили атмосферу в сплошное поле регистрации. Таинственные свечения, странные маневры объектов на границе облаков и аномалии уже не остаются незамеченными. Их видят, фиксируют, анализируют и помещают в отчеты. Мир живет в режиме непрерывного наблюдения и в режиме недоверия. Мы научились отличать отблеск солнечного света от проходящего спутника, оптическую аберрацию от блика объектива, запуски Starlink от случайных метеоров. Но между шумом данных и человеческим воображением все еще остается тонкая полоса неизвестного. Не только неопознанные летающие объекты, но и аномальные феномены, о которых я иногда делюсь на Бусте, так что подписывайтесь, чтобы иметь понимание, зачем инопланетянам похищать вас, ну или нет. Что ж, зачем же я решил сделать такой необычный ролик? Так дело в том, что за последние годы международные агентства от НАСА и Европейского космического агентства до Пентагона и Южнокорейского командования воздушной обороны зарегистрировали более 1000 таких наблюдений. Большинство из них нашли объяснение. Оптические эффекты, атмосферные плазмоиды или отражение спутниковых лучей. Но около 4%, малое, но упорное число, остались в категории «не классифицировано». И именно в этих 4% лежит то, что вызывает интерес даже у скептиков. Реальные события, зафиксированные приборами, подтвержденные свидетелями и при этом не вписывающиеся в привычную физику. И я спешу с вами поделиться. Итак, первый случай, вошедший в этот короткий список, произошел еще в январе 2022 года над Атлантикой. Кстати, я представлю эти случаи в хронологическом порядке от относительно самых ранних до событий наших дней. Так вот, в отчетах НАТО он проходит под обозначением PR-001. Экипаж грузового самолета Boeing 767, выполнявшего рейс из Галифакса в Лондон, сообщил о сферическом объекте размером примерно с автомобиль, двигавшемся против ветра на высоте 11 километров. Капитан экипажа, пилот с 20-летним стажем Джонатан Бэрроу, позднее описал его как матово-серебристый шар. Абсолютно стабильный, без признаков вращения и без видимого источника тяги. Объект пересек курс самолета под углом около 45 градусов, сохраняя постоянную скорость примерно 720 км в час, а это роскошь для диска шара. Радарный отклик подтвердили два независимых центра – португальский в Лиссабоне и испанский в Вилья-Реале. Объект не имел транспондерного сигнала, не отвечал на запрос опознавания и, что особенно удивило специалистов, не имел инфракрасного следа. Обычно даже самый компактный беспилотник, работая в плотных слоях атмосферы, оставляет тепловое свечение, пусть минимальное, но фиксируемое приборами. Здесь ничего. Первое предположение – метеозонд. Однако скорость и траектория исключали такую возможность, и, как мы знаем, метеозондов с реактивным двигателем пока не придумали, даже китайцы. Второе – разведывательный дрон. Но для движения против ветра на крейсерской высоте потребовалась бы тяга, несовместимая с отсутствием инфракрасного излучения. После анализа данных сигнала с радара типа Celix RAD-31DL в отчете была зафиксирована аномально высокая отражательная способность поверхности объекта, характерная скорее для полированных металлов, чем для пластика или композитов. Данных для окончательных выводов оказалось недостаточно.
объект исчез за горизонтом, не изменив скорости и направления. Через 10 минут наблюдение было потеряно, и больше подобных сигналов не регистрировалось. Спустя месяцы расследований Пентагон признал, объект не соответствует ни одному известному атмосферному или техническому типу. В научных кругах случай PR-001 не вызвал сенсации, а скорее стал показателем того, что даже при множественных регистрациях и строгой верификации феномен может оставаться неопределенным. Наблюдатели, участвовавшие в анализе, разделились на два лагеря. Одни, среди них профессор аэрокосмической физики Джеймс Ричардсон, считали, что это мог быть экспериментальный аппарат частной компании, чьи характеристики не подлежат разглашению. Другие, в том числе группа из Лиссабонской обсерватории, указывали на несостыковки в данных о отражательной способности и температуре. Если поверхность металлическая, она должна была бы давать перегрев при таком сопротивлении ветра. В итоге PR-001 остался в отчетах НАТО с нейтральной пометкой «Аномальный воздушный объект. Происхождение не установлено». Далее, всего через год, в феврале 2023-го, над озером Гурон в США произошло странное событие. А ведь всего неделя прошла после того, как американские истребители сбили китайский аэростат-разведчик. А тут такое. Когда диспетчеры авиабазы Мэдисон зафиксировали новую цель на высоте около 12 километров, первая реакция была еще один зонд. Но почти сразу стало ясно, что поведение объекта не соответствует аэростату, его движение было нестабильным, а скорость переменной. Согласно данным радара ANTPS-77, отраженная сигнатура напоминала полупрозрачный купол диаметром 13 метров. Визуально объект впервые увидел капитан Джош Мередит, пилот F-16, поднятого для перехвата. В радиопереговорах, впоследствии рассекреченных, он описал наблюдаемое так. Это похоже на серебристую полусферу, без корпуса, просто купол света. Никаких видимых двигателей, но он удерживает позицию. За Мередитом шел второй самолет, и оба пилота подтвердили одно и то же. После 3 минут наблюдения последовал приказ уничтожить. Ракета AIM-9E достигла цели, зафиксировав краткий всплеск сигнала. Но обломков не нашли. Поиски в течение 2 дней ни на поверхности воды, ни на дне результатов не дали. Однако впервые были получены синхронные данные сразу с 3 каналов – радара, инфракрасной системы и визуальных наблюдений пилотов. Понятное дело, что о монтаже речи нет. Все совпадало. Объект существовал, перемещался, был поражен и после этого словно растворился в пространстве, оставив лишь статические следы своего краткого присутствия. Скептики сразу предположили ошибку в интерпретации радара, однако последующий анализ показал, что частотная ошибка исключена. Оставался вариант испарения обломков, но даже легкий пластик или фольгированные материалы должны были оставить следы на воде, но их не оказалось. В официальном пресс-релизе Пентагон ограничился фразой «Идентификация не представляется возможной». Неопределенность это была не столько признанием незнания, сколько редким актом институциональной честности. Впервые ведомство не предложило формального объяснения, а зафиксировало факт как аномалию. Если первые 2 случая можно было бы списать на редкое стечение обстоятельств, то весна 2023 года показала, что феномены неопознанных объектов начали проявляться все чаще, и не только в военных зонах. В марте поступил новый сигнал уже из гражданского сектора. На высоте 12 тысяч метров между Фениксом и Денвером пассажирский лайнер American Airlines 2315 сообщил о блестящей сфере, прошедшей навстречу на огромной скорости. Капитан рейса Дэниел Мейсон передал в Центр управления короткое сообщение: неопознанный объект, чистая форма, без хвоста и крыльев, направление западное, курс устойчивый. FAA
запросила данные у военных радаров, и уже через несколько минут стало ясно, что сигнал не является побочным эффектом таблеток пилота. По данным Центра воздушного контроля НОРАД, объект двигался со скоростью более 900 км в час, причем строго по горизонтали, без колебаний высоты. А всего через 15 секунд после появления он исчез с экранов. Сразу после инцидента НОАА и НАСА провели анализ спутниковых данных, чтобы исключить вариант входа метеорита. Ни один объект в этот момент не входил в атмосферу, даже космический мусор, обычно фиксируемый системой CSPOC, не мог объяснить наблюдение. Сферическая форма, отсутствие свечения и идеальная траектория делали версию о природном происхождении маловероятной. Через несколько дней экипаж передал видеофрагмент, снятый на служебный планшет. В кадре ровная зеркальная сфера, мгновенно проходящая под углом, будто без всякого сопротивления воздуха. Запись была отправлена в ARO и получила код UAP-AZ2315. Исследователи пытались подобрать рациональное объяснение. Некоторые предположили, что это мог быть тестовый автономный аэродрон с новой системой стабилизации. Однако Министерство транспорта, запросив данные о разрешенных испытаниях, подтвердило: в тот день и в том районе никаких полетов экспериментальных аппаратов не проводилось. Аналогичные запросы отправляли в Мексику. Ответ тот же. Профессор аэрокосмической динамики Лорен Мэнсон отметила в интервью: такие случаи важны не сами по себе, а как проявление методологического пробела. Мы полагаем, что знаем небо, но видим его только через фильтры приборов, которые создавались под известные категории объектов. Ее слова отражали общий сдвиг. Обсуждение UAP стало касаться не только внеземных гипотез, сколько границ инструментального восприятия. Объект так и остался необъяснимым. А мы рассмотрим следующий случай, который произошел всего через 4 месяца спустя. Понятное дело, что их зафиксировано больше 1000 очевидцами, камерами, но большинство из них это просто слова или монтаж. Поэтому мы и рассматриваем более убедительные доказательства. Итак, внимание мира обратилось в сторону Азии. Наблюдение над Сеулом стало одним из тех, где человеческое свидетельство и техника сошлись с удивительной точностью. Вечером 19 июля сотни жителей города видели в небе 3 яркие точки, движущиеся синхронно и образующие равносторонний треугольник. Помните, мы об этом даже как-то говорили. И многие из вас, включая меня, видели нечто подобное в 2000-х годах. И вот, опять. Сначала многие приняли их за спутники, особенно после многочисленных запусков систем Starlink, когда ночное небо стало усеяно цепочками искусственных огней. Но через несколько минут стало очевидно, что источники света ведут себя иначе. Треугольная форма сохранялась, а сами объекты меняли направление одновременно, словно были связаны невидимой структурой. Камеры наружного наблюдения в районе Кёнгидо также зафиксировали этот эпизод. Анализ видеозаписей, проведенный специалистами Корейского астрономического института КАСИ, показал, формация сохраняла геометрию на протяжении 8 минут. Радиолокационные станции на базе Асана подтвердили наличие 3 целей, находящихся на высоте около 9 километров. Южнокорейское министерство обороны после проверки журналов запусков и полетов исключили участие военной техники. Ни учений, ни беспилотников, ни рекламы игры кальмаров в тот вечер не проводилась. Гипотеза о спутниковом отражении, предположенная группой астрофизиков Сеульского университета, не выдержала проверки. Отражение от спутников не может перемещаться по нештатной траектории с синхронной скоростью. Более того, спектральный анализ показал легкое смещение частот свечения, что указывало на собственный источник света, а не на отражение. Для жителей Сеула наблюдение стало событием, мгновенно разошедшимся по социальным сетям. Видео, снятое студентом Пак Хён Джуном, набрало миллионы просмотров, а журналисты поспешили назвать явление корейским треугольником. Однако за пределами эмоций исследователи видели в этом редкий случай устойчивого визуального и радиолокационного совпадения. В отчетах позже указывалось: наблюдения демонстрируют согласованное движение 3 неидентифицированных источников света с сохранением
угловых расстояний. Наблюдения над Сеулом породили волну новых интерпретаций. Некоторые специалисты рассматривали возможность атмосферных плазмоидов, формирующихся при взаимодействии потоков ионизированного воздуха. Некоторые упоминали редкие атмосферные явления, такие как шаровая молния. Однако тройное синхронное движение зафиксировано впервые, что делает эту версию крайне сомнительной. И вот полгода спустя, в декабре, феномен треугольных формаций повторился, теперь в США, над пустынными окраинами Лас-Вегаса. Видео, снятое нагрудной камерой патрульного офицера департамента округа Кларк, стало, пожалуй, самым обсуждаемым материалом конца года. На кадрах видно 3 ярких огня, образующихся почти идеальный равносторонний треугольник. Через несколько секунд фигура медленно разворачивается вокруг собственной оси, не теряя симметрии, а затем растворяется в ночном воздухе. И я могу смело сказать, что видел это в далеком 2001 году в России. Прям дежавю. Исследование, проведенное специалистами лаборатории медиатехнологий МИД, подтвердила подлинность видео, следов цифрового монтажа или искажений экспозиции не обнаружено. Использованные полицейской камерой датчики Axon Body 3 обеспечивают автоматическую запись телеметрии, и анализ метаданных показал реальное присутствие источников света на расстоянии около километра. Да, это было очень близко. В тот момент поблизости не фиксировались ни тренировочные полеты, ни запуск дронов. Эксперты по беспилотным системам отметили, что ни один известный тип гражданских или военных дронов не способен сохранять идеально устойчивую геометрию при вращении без видимого шума двигателей. Даже при использовании бесшумных турбин микровихри должны были быть слышны микрофонами, их не зафиксировали. После публикации кадры получили обозначение NVTR-23 и попали в базу данных НАСА и AARO как необъяснимое треугольное наблюдение. Исследователи предположили, что объекты могли быть результатом интерференции света или плазменных колебаний в атмосфере, но никаких конкретных параметров, подтверждающих эту версию, не нашли. Любопытно, что именно после NVTR-23 в отчетах появилась новая формулировка – UAP – подтвержден неопознанный летающий объект. И знаете, это был первый случай, когда официальные структуры признали наблюдение не единичного объекта, а согласованной группы источников, действующих как единая система. Для широкой публики этот эпизод стал поводом для спекуляций, но в научной среде он воспринимался иначе, как напоминание о границах модели. Если атмосферные процессы могут порождать устойчивые симметричные структуры, значит, физика атмосферы сложнее, чем принято считать. А если не могут, то перед нами действительно нечто новое. Так что получается, что таинственный треугольник никуда не исчез и время от времени дает о себе знать. Страшно? Но не стоит бояться, почему-то они передумали нас похищать. Как видим, эти 3 эпизода – Аризона, Сеул и Лас-Вегас показали любопытную тенденцию. В отличие от ранних наблюдений 20 века, где неопознанные объекты часто описывали как хаотичные огни или наши с вами любимые летающие тарелки, современные феномены же характеризуются геометрической стабильностью и синхронностью. Они проявляются не как случайные вспышки, а как структуры, действующие по внутренней логике. И чем совершеннее становятся наши приборы, тем больше мы видим, но не обязательно понимаем. А теперь обратим взгляд к еще одному удивительному случаю. Весна прошлого года принесла одно из тех редких небесных зрелищ, перед которыми язык науки теряет уверенность. Загадочное явление, замеченное над Иерусалимом. Ночь с 16 по 17 апреля выдалась необычайно ясной, и жители старого города заметили в небе странное свечение, похожее на перевернутую медузу. Центральное ядро сияло мягким бело-голубым светом, от которого вниз тянулись тонкие нити, словно струи светящейся плазмы. Первые видео появились в сети уже через несколько минут. В отличие от большинства ночных наблюдений, где камера усиливает яркость и искажает форму, на этих записях структура оставалась стабильной, а ее движение плавным и горизонтальным, без признаков падения. Дежурные операторы метеослужбы Израиля зафиксировали локальную аномалию свечения в верхних слоях атмосферы на высоте около 60 километров.
Европейский спутник Meteosat-11 подтвердил слабое, но отчетливое свечение плазмы, продолжавшееся чуть более 3 минут. Первое объяснение выглядело логично. Ионизация воздуха после мощного геомагнитного возмущения, вызванного выбросом солнечной плазмы. Звучит здорово, логично и можно вопрос закрыть. Однако модель атмосферных токов не объяснила формы. Вертикальные нити света и ядро, движущиеся горизонтально, и все это против направления ветра. Позднее в течение недели в Иерусалиме побывали специалисты Европейского космического агентства и лаборатории атмосферных явлений Университета Хайфы. Они провели спектральный анализ видеоматериалов и установили температуру свечения около 4000 градусов по Цельсию. Слишком низкую для шаровой молнии, но слишком высокую для отражения света или искусственного источника. В отчете ESA феномен был осторожно назван неклассифицированным атмосферным эффектом, вероятно, связанным с локальным электрическим разрядом. Но в частных беседах исследователи признавали, что форма и динамика объекта не соответствуют ни одному известному типу плазменного образования. Свидетели описывали феномен не как вспышку, а как органическое движение. Медленное, с мягкими изменениями яркости, будто объект обладал собственной внутренней структурой. Некоторые сравнили его с биолюминесцентным существом, парящим в небе. Один из очевидцев, инженер-электроник Ави Левин, сказал в интервью: «Он выглядел живым. Свет не просто сиял, он словно дышал». Эта метафора быстро распространилась в СМИ, придав наблюдению оттенок мистики. Но исследователи старались держаться фактов. Все, что можно было зафиксировать, указывало на реальное физическое свечение, а не оптический артефакт. Случай над Иерусалимом стал своеобразной границей между физикой и феноменологией, примером того, как атмосферная наука сталкивается с собственными пределами. В отчете ESA даже появилась новая категория – локализованная устойчивая плазменная. Это была попытка дать терминологическую форму тому, что пока не укладывалось в существующие модели. А пока медуза-телепат парила над Израилем, поступили новые сообщения, теперь уже из другой части света, над бескрайними просторами Тихого океана, где корабли Амаха и Рассел вновь зарегистрировали странные световые явления. Моряки, знакомые с подобными инцидентами еще с 2021 года, знали, как реагировать, фиксировать и не интерпретировать. Камеры ночного наблюдения зафиксировали десятки крошечных светящихся сфер, опускавшихся из верхних слоев атмосферы и исчезавших над поверхностью воды. Скорость движения около 150 км в час, высота от 3 до 5 км. Видео, позже опубликованное журналистом-расследователем Джереми Корбеллом, вызвало бурю дискуссий. Одни утверждали, что это просто отражение света от спутников, другие, что это следствие работы корабельных радаров. Однако официальное агентство AARO признало данные аутентичными, то есть не подвергшимся монтажу и соответствующими реальным координатам, а не последствиям коллективного солнечного удара. Более того, запись сопровождалась радиолокационными метками, подтверждающими, что источники света обладали объемом и перемещались самостоятельно. Да, шаровую молнию теоретически можно зафиксировать радиолокацией, потому что она представляет собой ионизированный шар с плазмой, способный рассеивать радиоволны. Но на практике это почти невозможно. Шаровая молния маленькая, краткоживущая и движется хаотично, а отражение радиоволн будет очень слабым. Физики из Калтыха предположили, что речь может идти о редком эффекте отражения света от микрокристаллов льда в турбулентных слоях атмосферы, создающим иллюзию движущихся точек. Но эта гипотеза не объяснила синхронное погружение объектов за горизонт, как будто они действительно входили в океан. Сенсоры инфракрасного диапазона зафиксировали легкий теплый след на уровне моря, который исчез через несколько секунд, что абсолютно исключает версию шаровых молний. В последующих отчетах AARO использовала этот инцидент как учебный пример для внутреннего анализа, как собирать многоуровневые данные и различать феномены природного происхождения от потенциально технологических. Но даже при максимально осторожных формулировках оставалось неоспоримое.
Наблюдение происходило одновременно с двух кораблей, с разных углов, в одно и то же время. Это исключало случайное отражение. Более того, моряки рассказывали позже, что объектами управлял странный ритм. Движения были плавными, почти живыми, и складывались в узоры, напоминавшие рой. Капитан Амаха записал в рапорте: объекты проявляют признаки коллективного поведения, синхронного изменения высоты и направления. Для военных отчетов, обычно предельно сдержанных, это звучало почти как признание непонимания. С момента появления этих видеоматериалов термин «роевые сферы» прочно вошел в обиход исследователей UAP. И хотя физики продолжают искать естественное объяснение, от электромагнитных эффектов до неучтенных спутниковых отражений, сам факт устойчивого, многократно подтвержденного наблюдения остается необъяснимым. Почти одновременно с анализом роев пришел новый отчет, на этот раз из Мексики. И он реально немного даже пугающий. В феврале этого года район Западная Мехико. Частный авиалайнер «Бомбардир Global 6000», выполнявший обычный рейс, сообщил о неподвижном цилиндрическом объекте, зависшем на высоте около 9 километров. Пилоты заметили его на фоне облаков, темный, ровный, без бликов и без признаков движения. Капитан рейса Алехандро Мора передал сообщение диспетчерам: объект неподвижен, по форме напоминает металлический цилиндр без крыльев и без света. Радиолокационные службы Мексиканского агентства гражданской авиации подтвердили наличие цели, причем сигнатура сохранялась стабильной на протяжении более 3 минут. Когда самолет попытался приблизиться, объект будто растворился, исчезнув с экранов всех радаров одновременно. То есть его и наблюдали как сами пилоты, так и приборы самолетов. А значит, обвинить в фальсификации уже невозможно. Видео, снятое с борта, позже появилось в открытом доступе. На кадрах вытянутая форма, равномерная по тону, без отражений, ни атмосферных помех, ни оптических артефактов. При последующем анализе НАСА и Мексиканское космическое агентство перекрестное сравнение данных с радара и визуальных наблюдений. Оба источника подтвердили наличие реального объекта, но без признаков теплового излучения. Конечно, хочется сказать: да вы что? Это же просто монтаж. Но в отчетах этот случай, который получил обозначение MX-SEAL-25, стал одним из немногих, где совпали визуальное свидетельство и радиолокационная фиксация. Зачем и кому это нужно, не знаю. Специалисты попытались смоделировать поведение оптических отражений, но по всем параметрам получилось, что объект обладал физической плотностью и стабильностью. Версия о дроне снова была отвергнута. На высоте 9 километров ни один известный аппарат не мог удержаться в неподвижности без источника тяги. Мора, опытный пилот с 18 тысячами часов полета, описал момент исчезновения так: он не улетел и не растворился, он будто перестал существовать. Его слова часто цитировали журналисты, но в профессиональной среде к ним отнеслись серьезно. Такие исчезновения, зафиксированные одновременно радарами и глазами, редки. Если визуальное наблюдение можно объяснить миражом, то радарную фиксацию нет. Случай MX-SEAL-25 стал своего рода контрольным примером в отчетах НАСА. Пересечение человеческого восприятия и приборных данных, когда оба подтверждают одно и то же, но, как мы увидели, без механистического объяснения. Все три феномена – Иерусалимская медуза, Тихоокеанские рои и Мексиканский цилиндр – показали, что неопознанные явления проявляются не только в военных контекстах и не ограничиваются сферическими формами. Их объединяет другое – высокая степень структурной устойчивости и отсутствие признаков привычной динамики. Это не хаотичные вспышки и не аномалии сенсоров, а события, происходящие на стыке энергетики, оптики и, возможно, чего-то большего. Новых типов взаимодействия между средой и неизвестным источником энергии. Ну и, конечно, мы не можем обойти стороной объект, получивший обозначение 3I Atlas, который был обнаружен в январе обсерватории на Гавайях. Его траектория указывала на межзвездное происхождение. На первый взгляд обычное небесное тело, но дальнейшие наблюдения поставили перед исследователями новую загадку.
Есть версии, согласно которым телескопы VLT и Gemini Nord якобы зафиксировали аномальную периодичность изменения яркости 3I Atlas, а спектр отраженного света, по мнению сторонников этой гипотезы, не вписывался ни в каменный, ни в металлический профиль и будто был ближе к углеродистым композитам, применяемым в современной технике. Хотя эти предположения не получили научного подтверждения и остаются на уровне спекуляций. Более того, измерения показали слабое, но устойчивое ускорение, необъяснимое давлением солнечного излучения. Для многих это стало болезненным дежавю. Почти такие же параметры фиксировались у Оumuamua много лет назад. Тогда официальное объяснение ограничилось гипотезой об испарении водорода, создающем микроскопическую тягу, хотя прямых следов газа не было обнаружено. На этот раз исследователи подошли к анализу осторожнее. Группа Гарвардского центра астрофизики предложила модель тонкопластичного тела, вроде фрагмента некого паруса толщиной в миллиметры. Другие, в частности сотрудники ESA, возражали, форма объекта по данным радиолокации ближе к эллипсоиду, и никаких признаков направленного отражения нет. Тем не менее, ускорение сохранялось. По расчетам к марту 2025 года 3I Atlas должен был пройти перигелий, точку наибольшего сближения с Солнцем, а затем уйти за орбиту Юпитера. Наблюдения в этот период подтвердили, что яркость объекта изменилась скачкообразно, как будто отражающая поверхность повернулась. В одной из серий кадров астрономы заметили короткий импульс в инфракрасном диапазоне, казалось бы, на уровне ошибки, но почему-то эта ошибка синхронно зарегистрирована двумя независимыми телескопами, что вызывает много вопросов. Жаль, но 3I Atlas останется с нами ненадолго. После того, как он пройдет ближайшую к Солнцу точку в конце этого месяца и приблизится к Земле в декабре, его яркость начнет стремительно падать. В новом году он станет слишком тусклым даже для самых чувствительных телескопов и уйдет из поля наблюдений, возвращаясь в межзвездное пространство, откуда пришел. Ведь его орбита гиперболическая, а значит, он больше никогда не вернется в Солнечную систему. Хотя, кто знает, если это не комета, а пока что вежливые пришельцы на разведке, может, однажды они заглянут снова. Надеемся, без бластеров. На фоне обсуждений межзвездных тел почти незамеченным остался другой эпизод. Наблюдение над арктическим сектором Северного Ледовитого океана в сентябре этого года. Канадские станции раннего предупреждения зарегистрировали серию ярких сферических вспышек на высоте около 20 километров. Также их зафиксировали инфракрасные сенсоры спутников DSP-22 и NOAA-20, а также оптические датчики российского комплекса Арктика-М. Первоначально предполагалось, что это атмосферные входы метеороидов, однако не было характерного свечения и следы ионизации. Через несколько минут вспышки повторились, но уже в другом секторе. Координаты совпадали с зоной, где в тот момент проходил полярный вихрь. Область экстремально низкого давления и минимальной турбулентности. Радиолокационные системы показали в центре вспышек устойчивые отражения, словно плотное образование размером в десятки метров, сохранившихся несколько секунд. Ни звуков удара, ни следов падения обнаружено не было. В лаборатории атмосферной физики Университета Калгари провели моделирование на основе спутниковых данных. Теоретически подобные свечения могли возникнуть при резонансных разрядах в ионосфере, когда магнитные линии Земли замыкаются на высоте около 60 километров. Но зарегистрированные объекты находились втрое ниже этой границы. Условное обозначение «Арктическая аномалия 2025» появилось в отчетах NORAD, где, как и в случае мексиканского цилиндра, был сделан вывод: наблюдение достоверное, источник неизвестен. Эти два события, межзвездный объект, не подчиняющийся законам баллистики, и вспышки в полярной атмосфере без следов энергии, поставили точку в десятилетие, которое все еще называли эпохой новой неопределенности. Наука, привыкшая к количественному контролю над природой, действительно столкнулась с феноменами, упрямо выходящими за пределы описаний. Когда в ноябре этого года НАСА опубликовала итоговый сводный отчет по всем зарегистрированным НЛО за последние годы, в нем впервые прозвучала формулировка:
Возможность присутствия технологий неизвестного происхождения не может быть полностью исключена. Для агентства традиционно предельно сдержанного это было сильное признание. Тем не менее, документ заканчивался тем же, чем начинается любой научный протокол – необходимостью дальнейших наблюдений. И, пожалуй, именно в этом заключается главный итог всей череды событий, возвращающие науки к своему исходному состоянию незнания. Человек 21 века привык считать небо освоенным. Спутники, орбитальные станции, зонды у Марса и Юпитера – все это создало иллюзию прозрачности космоса. Но когда в ясную погоду над Иерусалимом возникает светящаяся медуза, а над холодными водами Тихого океана странно движутся немые огни, становится очевидно, что прозрачность – это мнимая. Феномены, получившие теперь нейтральное название неопознанных аномальных явлений, не вызов физики и не оправдание мистики. Это зеркало нашей познавательной системы, напоминающие нам, что даже самые совершенные приборы улавливают лишь часть реальности. Возможно, за каждым из этих случаев скрыт обыкновенный природный процесс, еще не вписанный в учебники, а возможно нечто, для чего нам пока не хватает знаний. Ну или нам просто нужно признать, что это пришельцы. Но пусть подразнят нас еще годик. А вы заметили, что каждое поколение сталкивается с формой неопознанного? Для наших предков это были молнии, землетрясения или полярные сияния. Для нас сферы, треугольники и огни, не подвластны объяснению. Но разница лишь в уровне приборов, а не в природе удивления. То, что вчера называлось чудом, сегодня описывается уравнением и фиксацией датчиками. И все же сама способность удивляться никуда не исчезает. Мы можем описать форму, массу, траекторию, но не можем исчерпать ощущение тайны, когда прибор фиксирует, казалось бы, то, что не должно существовать. Надеюсь, вам понравился выпуск. Напишите, как вам такой формат и стоит ли делать что-то подобное и на какие темы. В общем, делитесь своими мыслями, ставьте щупальцу вверх и, конечно, подписывайтесь на Boosty. Поверьте, ваша поддержка поможет мне и дальше создавать еще больше увлекательного контента. Ценю каждого. Небо всегда казалось границей, последней чертой между зримым и воображаемым. Но теперь, когда наше устройство проникает в пустоты на триллионы километров, этот рубеж сдвинулся внутрь, в сам центр мышления. Там, где разум встречает собственную невозможность постичь, начинается иной космос. Не тот, что простирается между звездами, а тот, что колеблется между вопросом и ответом. И, быть может, чужие формы жизни – лишь отражение этого внутреннего пространства, проявление того, что Вселенная давно поселила в нас самих.